Так, Ну, можно посмотреть, что там у тебя да. с контакту жизнью, Мгм. где ты его потерял, если А, хочешь. Вот так и посмотрим. Хорошо, я тогда зачитаю. Значит, цель моего сеанса — быть хозяином моего пространства, полноценные способности, здоровье и самочувствие, отличная память, уверенность и осознание собственного пути жизни. В общем, все самое лучшее. Из аспектов. Значит, затылок ноет часто. Низкая мозговая активность, ощущение морока, какой-то тумана, сона. Вот. Это, наверное, самое главное, потому что вот это не дает мне полноценности жизни. Второй аспект. Мама Елена. Первая беременность у нее была от мальчика Бориса. Э, Тот от нее отказался. Видимо, семья так и его настояла. И мама сделала аборт. Ну, я был там. Если что-то осталось, негативные какие-то контракты, энергии от этого события хочу убрать. Третий аспект. М, При моем рождении была пуповина вокруг э, шеи, и было какие-то бактериозные, что ли, такое, какое-то такие заболевания. Если что-то еще осталось с этого события, какие-то травмы, тоже хочу очистить. 4. Кожная экзема увеличивается, появляется, значит, и на шее тоже вот здесь появилась. В общем, распространяется. У отца были родовые пятна на груди. Если есть какая-то связь, родовые там какие-то программы по отцовской линии, хочу найти эту первую причину и устранить. Пятый аспект. В детстве от слабого здоровья и плохой памяти развилось чувство неполноценности. Учеба очень слабо давалась, ненавидел ее. Любые физические нагрузки вызывали головную боль. Даже какие-то тренировки, которые были, я ходил с другом там на кикбоксинг. При физических нагрузках голова становилась красная. В общем, что-то связано с кровеносной системой. И зажимы, вот этот затылок болит постоянно. В сеансе Виктория считала последний раз какую-то венозную недостаточность. Очень похоже на это. В общем, хочу убрать первопричины контракты, разобраться в своих травмах, в своих страхах, чтобы иметь возможность полностью исправить свое здоровье и быть полностью полноценным во всех сферах моей жизни. Все. Жень, правильно я все-таки понимаю, что первое, что нужно посмотреть, это что там с головой? Голова, затылок. То есть, ну, вот я предлагаю, что можно посмотреть, сколько там психологии в этом твоем проблеме с головой, процентов из 100. Просто если там в основном физика, то это надо идти на физике. А если это есть психология, то можно идти посмотреть, что там произошло и откуда оно у тебя. Как тебе такой? На физике эти хоровцы в Смотри, белых если мы, халатах, мы, мы посмотрим с да. Викой, сколько в то, что у тебя вот это вот затылок болит, туман в голове, морок и все, сколько в ней психологии. М, Потому что если там ну, физика, то мы, ну, там, ты ничего на тонком плане не сделаешь, что надо идти физикой заниматься.
Ну, вы хотя Это, бы мне пинка дадите. ну, Направите меня, что это на физике, пойду да, уже ты будешь знать, что тогда там сто включать голову процентов какую. физики, ну, Да. типа, что все, не отмажешься, надо идти на физику. Он Да. этот, не смотрел этого центра Шишонина? Нет. Он специализируется именно с работы шеи, именно вот эти все шум в голове, шум в ушах, все эти кровообращения, все. Ну, как бы нет, значит, ну, как бы тебе... Как это так, ты расстанешься с шумом в ушах? Ты с ним всю жизнь, он у тебя родной, все знакомо, все по-домашнему. И ты тут раз пошел к какому-то шишонину, он тебе там раз-раз, и тебе, блин, за пару сеансов шум в ушах родной такой заберет. А с чем ходить на сеансы к Вики тогда? Чудеса Действительно. какие-то, конечно. А кем я Все. тогда буду, когда не будет этого? Да, ну типа, у меня шум в ушах, у меня такой вот в голове, я вот особенный, я уникальный, как бы такого больше никого нету. И вот он у Ну меня да. никак не проходит. Вот сколько к Вике хожу, она все равно ничего с этим сделать не может, потому что вот такой я прям Универсальный, особенный. уникальный. Как же у меня есть какая-то реакция в теле или ничего нет? Хорошо, скажи, фиг вам, чтобы я расстался со своим шумом в голове. Да пошел он в жопу, этот шим в голове. Нет, скажи, я не отдам. Он самый мой родной, самый близкий. Скажи, я никому не отдам свой шум в голове. Он самый родной, самый близкий. Говори. Давай, Он, давай. он Никому такой, не отдам. он Скажи, никому не такой отдам. родной, он прям душа моя, он вообще самый Скажи, любимый, ни за никому не что с ним не отдам. расстанусь. Скажи, ни за что с ним не расстанусь. Язык не поворачивается такой Давай, сказать. давай, вот в том-то и суть. В этом-то и дело. Давай. Скажи, ни за Никогда что с не ним не расстанусь расстанусь. с ним, никому не Ни за что. отдам, Он все меня мое. делает самым уникальным. Говори. Говори, говори. Жень, давай, давай. Ладно, он меня Говори. делает уникальным, Самым уникальным, самым особенным. самым особенным. У меня Он, столько возможностей идти к Вике на сеансы. Только благодаря да, ему. он мне открывает столько возможностей постоянно ходить к Виктории Столько на дверей. сеансы. Да. Да, И как это я возьму и от него откажусь? да, как-то я. Это же что я потом буду делать? Да, Ну не знаю. да, куда Нет, ж я без него никогда. родного-то? Да, так. Да, он мне столько всего позволяет не делать. Да, это головная боль, она мне так А самое нужна, так главное, что если нужна. я от него избавлюсь, мне придется жить. О, да, это Повтори, жить повтори. придется, если вдруг я от него все откажусь, уберется, как же мне тогда жить? Придется жить, да. Придется жить, придется наслаждаться Придется жизнью. нас, придется быть активным, придется делать какие-то дела, какие-то горы покорять. Да, поэтому Это скажи, надо. в этом воплощении я, наверное, все-таки его себе оставлю. В этом воплощении пусть остается, да, оставлю. Да, может, в следующем, а может, через два все-таки приду к Вике и все-таки от него избавлюсь. Да, может, когда-нибудь в В следующем другом воплощении воплощении. или Да, через следующее, да, приду. а так пока, Когда уже буду готов, а сейчас он мое. да. Когда будешь Да. готов жить? Да? Когда буду готов, да. Когда буду готов Когда, жить, тогда приду к Вике и уберу его. да. Когда я буду готов жить, я приду к Виктории и уберу его. Да, так и сделаю. Что в теле? И шум в теле, и головные боли, и все это Что чувствуешь в теле? никчемность, что болит затылок. А в теле? Не голова, тело. Что? Реакция какая-то есть в теле? Немножко напряженно, немножко тремор, саботажники не сдаются. Жень, смотри, М, мое предложение на наш сеанс.
Первое, посмотреть, сколько там все-таки психологии в твоей вот этой проблеме с головой. Если ты готов, конечно, от этого избавиться, но если оно родное и где-то вот, то можем туда пока не смотреть, пусть остается. Второе, посмотреть у тебя твое отношение с жизнью и смертью. Если у тебя это понимание, что такое жизнь, по собственному определению, по определению Творца, если у тебя понимание смерти, по собственному определению, по определению Творца, совпадают ли они? Скорее всего, не совпадают, скорее всего, у тебя там путаница. Ну, я так предполагаю, я не знаю. Скорее всего, просто тестируем, смотрим. И посмотрим, когда это произошло. Когда ты, ну, вот это или путаница, или отказался от чего-то, что там произошло, когда это случилось, и просто пойдем туда и посмотрим эту ситуацию. Как тебе такой план? Да, похоже. Вот эта путаница, возможно, есть. Вопрос глубокий. Просто посмотреть, что для тебя жизнь, что для тебя смерть, Да. ну, совпадают ли у тебя эти понятия с тем, что как бы, ну, по Творцу, как оно должно быть. Если не совпадают, то почему? Если их вообще нету у тебя, то почему? И как бы это все тебе вернуть. Что ты там вздыхаешь? Что в теле происходит? Теле. Мгм. Как дышится? Где-то сковывание есть. Что как? Да, ну как началось вот эта затылочная фигня, так оно и это и остается. Ну, ты с ней готов расстаться вообще? Или все-таки оно родное, оно тебе надо... э, ну, кстати, еще можно посмотреть, если у тебя вторичные выгоды от этой боли, и пойти их еще это вот проработать. Вполне возможно. И зачем мне это надо? Да? От чего ты прячешься за своей болью? От чего она тебя спасает, закрывает? Да, для меня это тоже загадка. Ну, может, и не загадка. Может, я сам себе мозги парю. Давай посмотрим. Давай, веди. Да, Веди, нет. я Сейчас покажу тебе посмотрим. всю эту подноготную дрянь. Посчитаю от 3 до 1. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство, где будешь считывать только истинную информацию. А тут 3, еще, знаешь, подожди одну секундочку. да. Мы же изучаем это Мгм. на этом курсе, да, то есть можно еще что добавлять, да, или анализировать во время, если есть какое-то сомнение, да, ты спрашиваешь, ты в себе или, например, в Евгении, потому что нужно избегать резонанс своими блоками. Если в Мгм. себе, ты говоришь «выйди», а если не получается, значит, надо прекращать сеанс и прорабатывать телепатию. Себя, Да, свои эти, да, эти да. вот. Ну, это я Мгм. вспомнила, думаю, сразу, да. А вообще-то нам нужно будет нашу школу организовать для себя, чтобы выстроить вот этот весь наш, нашу Алгоритм. методику. Да. Мгм. Ну что, я ухожу. Уже пошла по ступенькам вниз. Так, давай я посчитаю. От 3 до 1. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да, На счет 3 найди эфирное тело Женя. Женя. 1, 2, 3. Евгений. Хорошо. Евгений. Ты его нашла? Ищу.
Мгм. Давай я еще раз посчитаю. На Мгм. счет 3 найди эфирное тело Евгения. Евгений. 1, 2, 3. Да, появился. Мгм. Вижу ам, с правой стороны он вот так приблизился, и энергосфера, вот как шар, чуть-чуть вытянутая вверх, а с правой стороны как будто нарост такой чужеродный, другая энергия, такая как губка считывается. Мгм. Вот. Она ему мешает. Так, Вот. хорошо. Считай его эфирное ДНК. Евгений ли это? Да, это он. Спроси у него разрешения потрудиться с ним и для него. Он разрешает. Мгм. Этот нарост, что это за энергия? Он говорит, мама Елена, Мгм. передача данных. Так, и как эта губка влияет на Евгения? Сейчас он как будто бы ее вот так вот положил. Она вот так была, стояла, а теперь положил. Там Мгм. вижу, ой, окровавленный ребенок. Мгм. Так, что это Считывается за не ребенок? свершившееся материнство. И весь в крови ребенок. Ну, целенький весь. Мгм. И идет подключка такая кровяная в сектор магии к материнскому лону. Считывается как ну, преждевременное, несозревшее рождение. Мгм. Так, а как эта подключка и эта ситуация влияет на Евгения? Я вижу, что как будто бы вакуумным методом делали. Там я такое увидела, такую штучку, как вантус, похоже, Мгм. в секторе магии. И увидела, что на затылке, как будто бы вот где затылок, там больно, и там такая сразу черная энергия, буквально как вытянула за это место. Мгм. Что это за энергия? Считывается как убийство, насильственное убийство, насильственная смерть Мгм. нерожденного ребенка. И я вижу, что ребенка буквально выкинули в мусор. Там такое ведро стояло большое с мешком, Мгм. и ребенка туда выкинули. Так. А, Давай посмотрим, эта ситуация с этим выкинутым ребенком. Сколько в ней причин? Одна, Мгм. Это из текущей жизни, Женя, причина. да, Так. Это период программирования. нет, Это период зачатия. нет, это она, Кто она? мать. Причина в ней, Ага. Хорошо. То есть это родовая система да, матери. Причина именно у матери в ней самой. да, Это а, именно между ее субличностями. ее решение, да. Мгм. Она поддалась, у нее, я вижу, а, считывается подавленный иммунитет, и ее темная часть а, сильно выросла, золотая часть, буквально вот это.
как вытянулось вот так. И вижу еще, как считывается как духовная часть. То есть а, часть, интересно, как это. Ну, она выглядит такая беленькая, как призрак, да, душа, что мы говорим. Мгм. А вот эта золотая часть, это как потенциал, то есть это как альфа-путь, воплощенная реализация, способность достигать цели. Ну вот. И темная часть такая большая взяла контроль над ее жизнью. Она совсем молоденькая, я вижу. Мгм. Хорошо. Женя может обратиться к светлой части души своей мамы, передать ей информацию, что там произошло, что ее темная часть взяла тогда верх, и она вот так вот поступила с Евгением, и как бы тоже ей, ну, передать, что как бы она в Да, этом не виновата, что он все равно ее любит. я вижу, что она тогда напугана была. Мгм. И я вижу, как сейчас вернусь, что-то интересное было. Мгм. Вернись. То, что она не хотела убивать ребенка. Мгм. Она Видите буквально ли, плачет, да. Женя, что там произошло с мамой, с ее душой, что темная это вот взяла вверх, потому что она сильно боялась. И что на самом деле она не хотела его там калечить, убивать, вредить ему. Я вижу, как он из этого, ну, как губка эта кровавая. Мгм. Он как с пеленок это встает, вытирает ей слезы и говорит, мама, я жив. Показывает ей зеркало. Он Так. говорит, ну, я вижу там эта ситуация. Он как будто попал в зазеркалье, когда его выбросили. Какое-то зазеркалье. Он это показывает. Когда его выбросили, Мгм. какое-то зазеркалье, считывается неприкаянные души. Мгм. Считывается, что он стал младенцем почему-то без души. Так. А И почему так? я вижу почему. Я вижу, что вот это он так дышит. И вот это ужас, это смерть, агония, она запечатлилась. И в этом как бы состоянии этой предсмертной агонии, да, которая запечатлелась в эфирном пространстве, она именно и не дает ему, буквально считывается, как расправить крылья, жить на полную, увидеть свет. И в этот момент я вижу, как он отдает маме вот эту черный вантус. Он буквально выглядит, как это на затылке такой вантус. Мгм. Хорошо. Может Женя зайти в момент перед тем, как мама все-таки решила сделать аборт, передать ей свою любовь, поддержку и информацию, что ждет его, ее, если она это все сделает, и поддержать ее в тот момент и помочь ей выбрать другую ветку реальности. Да, он это делает, и я вижу, как она буквально судорожно э, листает, как книгу, как журнал, эту информацию, которую он ей передал. И она говорит, все, я решила, ребенка оставим. Я вижу, Мгм. как растет у нее живот, и родился мальчик. Мгм. Посмотри, как изменилась ситуация с этой губкой. Но это как была как пуповина. Я вижу, как она так отдалилась. Она была вот здесь близко, а сейчас вот так она покрутилась, отдалилась и куда-то уходит, очень далеко уходит, уходит. А Мгм. э, Женя вот так как-то и вот из печени вырывает
ее, и на конце этой подключки такой черный корень, а в теле осталась рана, открытая рана кровавая. Так, что это такое за подключка была? А, Считывается вот это место, к месту ранения. Я вижу, что то место, оно ж называется материнское место, по-моему, да? Где детское место, да? Оно считывается как место опоры, как гнездо, питание, гарантия жизни. А когда его забрали из лона, он потерял опору, и вот это а, задержанное дыхание не дало ему возможности воплотиться. Считывается, что он должен был помнить свои предыдущие воплощения. Когда он родится, он должен, когда бы он тогда родился, он бы помнил свои предыдущие воплощения. Так, хорошо. А посмотри, что сейчас, ну и мешает что-то сейчас Жене вернуть эту свою память о своих прошлых воплощениях. Он развертывает такую большую книгу перед собой. Он говорит, что я ему вернула, что память здесь Мгм. показывает, в нем, вот сюда показывает, говорит, в нем Так. память. Как он может ею воспользоваться на физическом плане? Он говорит, вырасти, Что это значит? стать больше, чем был тогда, сделать Да. больше, чем сделал тогда. Тогда это когда? Он показывает предыдущее воплощение и снимает из головы такую штуку, как ведро. Маска, говорит маска Петра. Мгм. Он говорит, Так. что его заковали в цепи и сравнили с ничем, а, Мгм. сделали из него узника. Так, хорошо. А посмотри, в том воплощении, когда из него сделали узника, у него еще есть там заряд? Есть. От него к кому-то? Да, Это мужчина? это в секторе интерферентов кто-то есть. Сейчас я посмотрю. Мгм. Проявляем его на Боюсь. свет. Он Кто держит его там? вот так вот тянет, буквально руки у него, как вот эта сила черная. Вот так Мгм. тянет, и он держит этот заряд, а там а, и сейчас кто же это держит с той стороны? Проявляем на свет того, кто держит с той стороны. Там такой как шар большой с такой какой-то дырой, не дыра, а вмятина от этого энергетического заряда, который он держит. И там считывается перестановка власти, Петровская эпоха. Это как система. Мгм. Так. А заряд от Петра к системе? Вот этого вопроса я не понимаю. Мгм. Хорошо. Поставь там фигуру Жени и фигуру системы. Да, Что между ними? Что две- Женя чувствует к этой системе? у него черные руки, чужая энергия в руках, неспособность действовать. Мгм. Кто хозяин этой чужой энергии? В секторе магии появляется человек, Петр, стоит как будто бы правой ногой, такой высокий, Петр Первый, стоит как будто на шаре. Так, Правая нога, это настоящий Петр или фальшивый?
Да фальшивый. Женя Мгм. настоящий, а он Да, вот те фальшивый. ж, кого ты там видишь. Мгм. Да. Он в этой шляпе такой. Это человек, а между ними, вот Женя человек, этот человек, а между ними идет вот эта система, эгрегориальная система, и слышу смена власти. Мгм. Это энергия, неспособность действовать. Когда появилась в пространстве Евгения? Что произошло в тот момент на Его физическом плане? заковали. Я вижу, что у него на шее такой ошейник, и они одели ведро такое на шею и прикрепили к этому ошейнику. Где согласие Евгения в том воплощении на то, чтобы его заковали? В сердце. Так, что там? Я вижу, слышу трубка, и вижу, что сердце там такая трубка пошла вот сюда и в голову, и считывается неспособность дышать. И там я вижу, как какой-то человек издевается над ним, он его бьет по этому ведру, и оно, ну, звучит, Так, звучит, и этот звук, звон этот. хорошо. Где разрешение Евгения так с ним обращаться? Одевать это ведро на голову, заковывать в цепи, ошейник одевать? Почему он это все позволил сделать с собой? Я вижу сейчас такую комнату, считываются царские палаты. Мгм. Это как бы в Петербурге. И кто-то подсматривает, а он стоит, готовится уехать на верфь, говорит, на 2 недели. Мгм. И как бы перед картой, над картой стоит, планирует. А кто-то в щель смотрит из сектора магии. Мгм. Проявляем его на свет, того, кто смотрит в щель. А вот Приказом этот отвечать, кто он такой, человек этот, кто он который такой. он считывается как фашист. Идет вот это образ, как бы Муссолини, фашист, то есть энергии фашизма, предатель, какая-то белая перука, белые волосы. Э, Просто смотри, Вика, то есть он в том воплощении позволил себя предать, да, и заковать. Да, А в воплощении, когда он был Христом, он позволил себя предать и вот это, ну, распять. Сколько в этом причин, что он на это все время соглашается? мне идет 2. Какая основная? С какой работать? Сработать с первой причиной. Идет мать. Мгм. Так, мать, найди то основное его воплощение, когда это все впервые появилось вообще в его пространстве, после которого воплощения он вот это все согласие дает на то, чтобы его предавали, заковывали, распинали, вот так вот все. Вот то основное. Я вижу, он сидит, мать сидит как-то на чем-то, не на полу, на такой подушке круглой какой-то. Ну, почти, ну, на полу, но на подушке. Мгм. У нее на правом колене сидит мальчик, годика 2, и он светится, как солнце. Мгм. И
я вижу эту историю библейскую, когда эти волхвы пришли какие-то, звездочеты, то есть эти колдуны. Мгм. Вот. И что-то здесь не так в этой ситуации. Я вижу, что ребенок необычно светится, Так. а у матери странное восхищение и гордость. Но есть в этом что-то негативное. Посмотри, что в этой ситуации есть негативное. Проявляем на свет все. Я услышала. Быть хорошим, то есть соответствовать тем ярлыкам, которые навешали вот эти волхвы. От этих волхвов я вижу, они черные, они колдуны считываются. Они Мгм. его буквально считывается, что просчитали. И от каждого из них вот так они поклонились, а из головы выходит такой... Сейчас я тебе скажу, что это. Вот когда есть такие сковородки, а чтобы жир не брызгал, да, то есть такие сеточки, которые там держишь в руке, и сеточка эти брызги жира обратно. То есть она Мгм. препятствует расширению, да. И Мгм. я вижу, как от каждого из этих волхвов из головы вот выходят такие же сеточки. Я это же у себя видела в сеансе сегодня. Не у себя, это мы с тобой у Натальи, да? Мгм. Точно так же. Вот такие А, сеточки. Сейчас я считаю их значение. 3 такие, мгм. они Мгм. считываются как ярлыки, а от матери идет как установка быть хорошим, то есть соответствовать вот этим ярлыкам, понизить свои вибрации, Мгм. не проявиться как личность, а соответствовать вот как бы ожиданиям этих людей. Ага. Вика, смотри, я правильно понимаю, что тому мальчику навязали, что он может, ну, принимать только свою светлую сторону? Как бы там запрет какой-то вот стоит на прием своей темной стороны, чтобы Да, быть целостным, чтобы иметь возможность дать отпор, включать вот эту свою темную сторону, ну, как бы, что, э, что там с его темной стороной случилось? я вижу, что в этот момент ему вот это было уже запрограммировано в эфирном плане. Буквально там считываются энергии рептильные, очень злые, и было запрограммировано это смерть и создание этого культа религии. Мне идет Дионисия или Мгм. Диониса. Вот, то есть преобразование этого культа, и он должен был сыграть роль ягненка. Так, И в этой ситуации мать как бы предала ребенка своего. мгм. А посмотри, кто это запрограммировал, что он должен был сыграть эту роль? Сейчас я посмотрю, оно тянется в сектор магии и в сектор интерферентов, такие вот черные корявые энергии, считываются рептильный. И в секторе интерферентов оно пошло вот так, как хвост М, змеи, такой огромный. мгм. И там такой внизу шар черный, считывается культ Дионисия, Осириса, каких-то богов. А, Культ смерти, Так. А почему Женя предательство себя. согласился сыграть этого роль ягненка? Он в этот момент, когда ты спросила, пришел образ, что он обернулся и ручками вот так к маме потянулся. Мгм. То есть там полное доверие просто маме было? Да, и Мгм. сразу же его этот свет потух. Он стал как бы таким ребенком, ну, меньше стало света. Мгм. Видит ли сейчас
Женя, что там случилось? Кем он был на самом деле? И вот мне сразу идет эта картинка, что сейчас его просто умаливают на иконах, когда рисуют только один кружочек. Он светился весь. Мгм. Так. В тот момент, когда он покорился матери, Да, да, что он там погас, видит ли это все, Женя, что там произошло, что было запрограммировано, что он там сыграл роль ягненка, да. что ну, передать ему информацию, что он не обязан быть для всех хорошим и для всех все соглашаться, чтобы никого не обидеть, тем более маму, чтобы не разочаровать, что как бы, чтобы быть целостным, он должен принимать себя всего. Он должен включать в нужный момент и светлую сторону, и темную сторону, и иметь этим всем пользоваться, и пользоваться этим всем по полной программе, так, как было задумано его душой. Я вижу, что у него на щеке в этот момент появляется такой, как бантик завязанный, но это не к щеке, а прямо к зубу. Считывается Так. изъян, и там вот такое черное место, а сверху красное. Нет зуба. Мгм. Так, и как это влияет на Женю? А вот это красное, это вот следующее воплощение. Вот, я вижу этого ребенка в этом воплощении, Мгм. который был абортированный. Мгм. И считывается зайти в зазеркалье. Так, и Не, это не, тоже связано да. с той ситуацией с мамой? Да, это неспособность выбирать самому. И получается, что вот как у мамы, в этом воплощении темная ее это отчасти, страх этот взял верх. Мгм. А в том воплощении, когда я была его матерью, то я как бы навязала ему вот эту программу. В том воплощении ты это сделала осознанно? Ты ему желала быть вот Нет, этим ягненком, нет. которого это вот, тогда передай ему эту информацию, что как бы что ты его любила там, что ты совсем не хотела, чтобы в этом участвовать, что ты хотела ему совсем другой судьбы, и попроси у него прощения за то, что ему пришлось так пережить это все. Я вижу, как я плачу, и у меня вот эта черная рука, которая потом как бы по родству передалась и ему, эти руки, которые держали это все. Это имплант, эта энергия темная упала, и он буквально выходит вот как бы на коленях сидел, считывается как вечный ребенок. И улетает, он уходит. Я вижу, как он пуповину эту отрывает э, с этого аборта. И то есть пошло вот так это воплощение, это, а между ними среднее пошло как бы сейчас. И он снимает вот эту ведро из головы и как швырнет тому человеку, который там стучал по нему. И я вижу, как он снимает этот ободок из шеи и одевает этому мучителю. Мгм. И я вижу, как он возвращается в Петербург и дает там разгоняев, Мгм. как он порядки там наводит. То есть он отменил эту смену власти. Я То есть... вижу, как он Мгм. ухватил за шею этого в парике, Мгм. вот так вот. И вижу, как он его вот так вот макает, чух, 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 вот тот же портал, к которому его привязали, к этому эгрегору власти. И вот Мгм. так руки сделал, то есть вот эти э, кармические задачи он выполнил. И я вижу сейчас, как этот шар энергетический, который буквально держал их вместе, он вот так шух, вылетает просто у него из рук и летит в сектор Первотворца, Высшего Я.
и там вижу его лицо. И в этот момент это шар этот черный на затылке отрывается, то есть вытягивается. Я вижу, считывается, что а, прошивка эта уходит. Мгм. Я передаю Жене, чтобы он перепрограммировал свое существование, свою душу на полноценную жизнь, гармонию, процветание, здоровье. И вдруг я вижу, как этот зуб у него засверкал. Я Мгм. передаю ему, что он может вырастить сейчас этот зуб, пусть он активирует ДНК и создаст идеальное тело в идеальном э, эфирном теле, физическое тело. Так. Что Он, происходит? он улыбнулся, блеснул новым зубом, обнял меня, сказал благодарю, мама, и пошел. Мгм. Так. Все. Женя ушел жить свою лучшую жизнь. Да, давай посмотрим, как он там будет жить через полгода. А давай О, все-таки посмотрим э, определение. Есть ли у Жени кто? определение? Знает ли Женя, что такое жизнь по его определению? Нет, Знает ли Женя, что такое жизнь по определению Творца? знает. Мгм. А, знает ли Женя, что такое смерть по своему определению? Нет, Знает ли Женя, что такое смерть по определению Творца? какой-то ужас пошел. Вот так вот. А, У кого ужас? у него в голове. Мгм. А у этого сколько причин, что у него смерть вызывает такой ужас? Одна. Это из текущей жизни? Нет, Это родовая система? его личный опыт. Я сразу Реинкарнация? вижу, да, Мгм. Он там был мужчиной? мужчиной. Мгм. Какой возраст? 33. Мгм. То, что у него вызывает ужас, это причина между ним и кем-то Да, произошла ситуация. Это между ним и мужчиной? да, Мгм. Что это за мужчина? кесарь. Мгм. Что там за ситуация, которая вызвала уже не такой ужас? Он был нежный. Ему подписали смертный приговор. Мгм. А есть ли уже не сейчас контакт с его темной частью? Нет, А где он потерял этот контакт со своей темной частью? когда сидел у матери на ногах. Мгм. Так, может ли он вернуть этот контакт со своей темной частью? А он родился неправильно. Так, что это значит? Он, не знаю, Посмотри, что значит он родился неправильно, что там произошло во время родов. я слышу, что ему навязали чужой путь. Я вижу, что его достали из живота. Он не прошел родовые пути. Мгм. Видит ли это Женя, что ему Да, навязали, что его достали? да. Тогда, если хочет, он может зайти в тот момент и изменить эту ситуацию, выбрать другую ветку реальности, та, Я которая во вижу, благо что ему. причина у матери. У матери Мгм. было как бы заблокировано, она не могла родить. Так, это ты в той реинкарнации? Да. Мгм. Посмотри, какая причина, что ты там была заблокирована, не могла родить. Ну, прямо слышу сейчас, я вижу косточки, в этом воплощении то же самое. Очень узкий таз. Ну, косточки, не сам таз, ну, таз тоже, Мгм. ну,
косточки. И как всегда вот это врачи как бы повторяли мне постоянно, когда я, ну, 3 детей родила, они: "Боже, Да. какое все там маленькое, как это там Так, хорошо. Смотри, ты в этом воплощении сама родила детей? Даже Да, при том, что у тебя были узкие да, косточки. Тогда в том воплощении ты теперь понимаешь, что как бы узкие косточки никак оно тебе не препятствует. да. Прими решение, поменяй свое решение в том воплощении, если хочешь, и роди ребенка так, как нужно, так, как это будет ему во благо, А я наилучшим вижу, для как него, для я себя этот образом. черный блок, он был тоже навязан, какой-то колдун. Считывается как знахарь. Отдавай ему эти Давай его все ему. магии. И я вижу, как я рождаю его естественным путем. Прямо вижу, как он рождается, как головку поворачивает. Прям чувствую это. Мгм. И вот я беру его на руки, Помогай ему вернуть его целостность. а я вижу, а он так светится. Весь, он такой сияющий. А я ему говорю, твоя нежность– это твоя сила. Мгм. А также я ему говорю, избегай опасности или не избегай. Посмотри, что ты там ему говоришь. Я предупреждаю вот черный крест в секторе магии, помогая ему избрать другой путь. И я вижу, как я закрываю двери, вот этот дворец, я слышу палац, Мгм. и приказываю закрыть такие широкие двери перед этими волхвами, которые пришли. Мгм. Можешь ли ты его там в том воплощении научить давать отпор? То есть не быть только добрым и ласковым, но в нужный момент, как бы Да, будучи светлым, будучи чистым, будучи ну, Богом, да, но давать отпор, я то есть вижу, включать как я это. выписала какого-то учителя. Выписала почему-то, выписала из-за границы какого-то Мгм. учителя, который учит сына, маленького сына, боевым искусствам. И я вижу, он играется, смешной такой, хохочет, разрисовывает себе лицо, и там с другими мальчишками на шпагах бьется. Мгм. И вижу, как в нем как будто бы такая сила выросла, такая вот так вот рычит. И мускулы такие. Я передаю Евгению, что его сила всегда была с ним, что он не обязан выполнять программы своих Мгм. родителей, материнские программы, родовые. Он– это он. И он может вернуть то, что принадлежит ему. Это его сила, это способность управлять, иметь власть над собой, над состоянием, над все, что ему принадлежит, Да, быть целостным, проявляться, да, не бояться никаких творить, своих частей. любить, да. И он это снимает, такие, как черные, ну, как кора из дерева, что-то такое, вот, как Мгм. латы считывается, да, и отдает мне. А я это все передаю туда, откуда оно ко мне пришло по родовой системе, и Мгм. очищаю весь род. Вижу, появляется такое дерево, а оно прямо как дерево и глаз. Это одно и то же. Так, что это такое? Считывается видение. Так. Род мудрецов. И как это связано с Евгением? Ну, вот он, особенный М. ребенок, считывается как видящий будущее, предвидящий, видящий будущее.
И я вижу, как он раз, и вот эту пустоту забирает. Он совсем уже по-другому выглядит и чувствуется по-другому. Мгм. Так. Считывается силач. Мгм. Хорошо. Давай еще раз протестируем. Евгений знает, что такое жизнь по его определению. Знает, Он знает, что такое жизнь по определению Творца. знает, Эти определения совпадают. да. Он знает, что такое смерть по его определению. Теперь я вижу, он как будто бы программа, не он, а программа вот так Мгм. закрыла рот, и вот где голова вот такая пошла, как металлическая пластина, и там этот звук дзынь, 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 как будто бы кто-то стучит. Так, это металлическая пластина. На чем она до сих пор держится в пространстве, Евгения? Вот в горле там такая косточка есть. Почему-то на этой косточке она держится. Мгм. Вот я вижу, там это какое-то кольцо у него на шее было, к которому Мгм. прикрепляли и снимали это ведро. И Мгм. оно натерло, у него кровь вот здесь, так знаешь, как стерта кожа, такое розовое, кровь проступает. Так. Почему она там еще держится? Где зацепка? Он показывает, что его толкнули, и он утонул, как будто бы. Мгм. То ли на физике, то ли это так метафорически. Его буквально как будто бы такой обрыв какой-то, камни, и его поставили на колени, и руки связаны в этой штуке, и толкнули, и он упал, как будто бы в Э- море. Это то воплощение, когда он был Петром Первым? Ну да, Мгм. Хорошо, если он уже поменял ту ситуацию да, и не дал себя там поработить, то я почему эта вижу, ситуация еще да, держится? я вижу, как вот это кольцо, там как будто руки такие черные, которые тянутся в сектор магии. Так, кто находится в секторе магии, проявляем на свет. Там какой-то человек ходит, как Папа Римский ходит в таких, вот как Папа Римский идет в таком Приказываем платье. отвечать, кто он такой. Он говорит «пий». Так, что это значит? Он говорит, что он верховный жрец Мгм. Верховный жрец чего? смерти. Он говорит культа смерти. Я служу им, говорит. Так, что он делает в пространстве Евгения? Он говорит, что удерживает его в темнице, Зачем? потому что он представляет верховную власть. Мгм. Так, когда этот жрец впервые появился в пространстве Евгения? Что произошло на физическом плане? Я вижу магический ритуал. Делается магический ритуал. На, Мгм. на огне как-то два такие эти не мечи, а такие как ножи круглые какие-то. Вот так их держит этот Папа Римский. А эти мечи какие-то странные, а внутри такие, как отверстия, как дырки. Мгм. И он их вот так как-то держит, и они как серпы. Один и второй вот так пересекаются. Но это не серпы, это как ножи такие восточные какие-то. Мгм. Вот он их держит, а здесь такая, как посудина, горит огонь. И он смотрит внутрь этого огня. Так, как этот ритуал влияет на Евгения? Но мне идет там информация, принесен в жертву. Мгм. Считывается магия спасения человечества. То есть предыдущее воплощение его удерживало,
и привело к следующему воплощению, где он тоже насильственно умер, а это привело к аборту. А что ему дало силу выжить и родиться в следующий раз? Посмотри, что ему дало силу. В этот момент он кричит «Мама!» и возвращается, и это слышу я Мгм. в том воплощении, где я ему навязала эти, этот неправильный путь его. Мгм. Так, хорошо. Вернись к этому жрецу с его ритуалом. Я вижу, когда я услышала в эфирном плане, я встала и вот эту подушку такую круглую, на которой сидела, взяла и выкинула. И считывается, что душа как бы начала формировать будущие встречи, будущие события. То есть Мгм. точно так же, как сговариваются темные программы, так сговариваются между собой светлые души, но нужен, я слышу, возглас о помощи. То есть должна воля проявиться. Вот он проявил волю тогда Мгм. уже, когда из небытия очень сложно выбраться с этого пространства абортированных детей. Мгм. Так. И что там происходит, когда он проявил волю, а ты его услышала? Я вижу, что идет дата 23 декабря. Странно. Так. И что там? Вижу Евгения, он сидит и смотрит в компьютер. Видит меня и Ленку. Мгм. И что в тот момент происходит на эфирном плане? Он вспоминает меня. Мгм. Хорошо. Отсоединись от этого Да, всех и от всего. Вернись к тому жрецу с его ритуалом. да. Видит ли его Евгений? Весь его ритуал, для чего он делался, как он повлиял на Евгения? Я вижу, как этот мальчик, который сидел маленький, он испугался этого ритуала и встал и так карабкается. Мама, мама, посмотри, и пальчиком показывает. Мгм. Мама, посмотри. И ты давай посмотри. И Видишь я этот смотрю, ритуал? вижу. Кто это делает, для чего это делается, как они хотят навредить твоему ребенку? Они не только ребенку, они используют ребенка ради, а, я слышу, повиновения жизни вообще на земле. Мгм. Ты это видишь? Вижу. Давай, включай свою темную сторону, темную часть на всю мощь. Что ты Ух, хочешь с этим колдуном сделать? ну я Да, вижу, ставь. что я такая стала огромная, Мгм. а он стал маленький, как я вот это разозлилась, как Мгм. я швыранула этим колдуном, как я этой ногой как дала ему по этим его ритуалам, и вижу, как эти ножи, которые он так держал, к нему обернулись, и вот так его за бока. Чик-чик-чик-чик-чик. Вот. Я Мгм. ему отдаю всю ту карму, Убирай, да, которую... полностью всю магию, все воздействия, все убирай. Я А вижу, как сыну это... своему, да, передай информацию, вот этот опыт включения темной части, как Да. оно помогает, как оно влияет. Научи его тоже этим пользоваться. Я ему напоминаю, как он учился быть воином, как вот он ребенок еще с детства был воинственный, потому что я выписала ему, Мгм. Учителя. считывается доктор, который его учил. Мгм. М, Что с этим жрецом? Что с его магией?
Но я вижу этот бантик с лица, вот это, что навязанный, этот ярлык, ударили в правую щеку, подставь левую. Мгм. Вот это к нему возвращается. Я вижу, как этот бантик его опутывает. И там же это все так запутывается, утягиваются эти энергии, а Евгений буквально вот так выходит вверх, и вся эта, ам, весь этот хаос как бы растворяется. Мгм. Хорошо. Вернись к И в Евгению. этот момент у него с правой стороны как будто бы проявился такой крест, и он его взял и вот так вот сломал. И Мгм. говорит, я не ягненок. И Мгм. опять я это слово я слышу. Я муж силы. Муж, да, Мгм. мужик, мужчина, Хорошо. А, воин. Давай вернемся к определению. Евгений знает, что такое смерть по его определению. Знает, Евгений знает, что такое смерть по определению Творца. знает. Эти определения совпадают. Да. Прекрасно. Тогда а, а, так, Женя еще хотел посмотреть причины кожной экземы. Да. Что Считывается неспособность жить по-настоящему. так, это еще сохранилось в его пространстве? Или это он уже проработал? Но еще есть, наверное, потому что я вижу, как он... Мгм. Сколько у этого причин? Одна. Мгм. Это из текущей его жизни? Да, Так, это период программирования? да, Это 9 месяцев до зачатия? нет, Это зачатие? нет, Это от зачатия до месяца? нет, Это от месяца до рождения? нет, Это рождение? нет, Это уже после рождения? да, Это от года до 10? да. 7 лет. 7 лет. Это у него связано с ним самим, внутри него? Да. Что там произошло в 7 лет? Что С- случилось у него? У него... я вижу, он заискивающе смотрит на мать. Мгм. И что в этот момент происходит? Желание не разочаровать ее. Мгм. Как это Буквально как будто бы влияет? взять такую тяжелую черную какую-то штуку и нести самому. Мгм. Считывается перенять опыт других поколений. Так. Почему Евгению это важно? Я вижу, как через отношения с матерью он перенял также карму, навешанную ему, как якобы спасителю человечества, этому ягненку, который якобы понес грехи всего человечества. То есть этот культ навязал ему эту непосильную ношу. И каким-то образом через отношения с матерью, вот как он, то есть, ну, буквально считывается, как открыл дверь а, по материнской линии, пошли вот эти программы. Мгм. Так, Евгений видит сейчас, что там произошло? Он видит и смотрит, а где у него экзема? Я вижу руки. И он смотрит на Шея. руки, но он смотрит на руки, я вижу руки, которые держат вот эту непосильную ношу. Мгм. Видит ли это Евгений, что он там принял непосильную ношу и как она на него влияет? Да, я вижу, что вот это заискивающий взгляд перед матерью, да, то есть он Мгм. хочет понравиться матери,
Мама Так, навязала не быть собой, а носить маску эту, быть хорошим мальчиком. Мгм. Помогло это Евгению? Нет, Мгм. Видит он это, что он взял на себя такое, эту ношу непосильную, оно да, вызывает у него экзему, но это ему все равно не помогло быть хорошим для мамы. да. Тогда, если он хочет, он может зайти в тот момент и с, с- с мамой разделиться, да, то, что мамина, это ее выбор, это ее программа, это ее уроки. Как бы, а у него своя судьба, у него свои уроки. Как бы, Я вижу, как он вынимает такую подключку и говорит, забирай этого своего мужа. мгм. Так, что с этой непосильной ношей? Он ей отдает, и это выглядит как будто бы такой ворох каких-то пустых банок, жестянок. Это все такое тарахтит. Я передаю Мгм. ему, пусть он ей отдает, своему отцу, а также пусть они отдают то дальше по роду, туда, откуда это пришло, до самого источника. А он Мгм. восстанавливает свою целостность, гармонию, процветание. Мгм. И я вижу, как произошла сепарация между мной и между ним и его мамой сегодняшней. Мгм. Хорошо. Так, отсоединись от этого всего. Да? Посмотри еще пуповина вокруг шеи во время родов. Какова причина была? В этой пуповине буквально звучит такое злое. Ты не можешь родиться снова. И там вот эти колдуны, звездочеты, астрологи. Мгм. Смотри, Писания, пророки, они же говорят, и записано, запрещается, да, то есть запрещено обращаться к гадалкам, к любым. Гадания на звездах, это все. А эти волхвы, они высчитали тогда и пришли. Мгм. Так. Убрал ли Женя полностью воздействие на себя от этих волхвов, Ну, звездочетов? я вижу, как он убирает, буквально как сдирает себя. Я передаю, и он сдирает себя, а там цифры такие, как будто бы светятся. Я передаю ему, чтобы он отдавал им всю их магию. Пусть они сами ходят теми путями, которыми они заставляли его ходить. Мгм. Также, если Женя хочет, то он может родиться, да, заново, без вот этой пуповины, без инфекций, М, как бы выбрать для себя наилучшую ветку реальности и родиться Да, там полностью здоровым, в и, безопасности. мгм. И также там считывается вот это предыдущее незавершенное воплощение в этой пуповине. Я Мгм. передаю ему, что этого ничего нету. Пусть восстановит Да, всю он целостность. может активировать наилучшую ветку своей реальности Да. и двигаться по ней во благо себе и окружающему миру. Он говорит, Оля, Вика, благодарю вас. Мгм. Посмотри, как он сейчас выглядит. Ну, как ангел демонстрирует мне крылья, говорит М. руки вот так вот. Говорит, я сила. Да. Спроси, все ли мы для него сегодня сделали. Да. Тогда поднимаемся все вместе максимально вверх, Мгм. наполняемся живыми светлыми энергиями любви, радости, здоровья, жизни, благополучия, достатка. Мгм. Прощаемся с Евгением. Да. Отсоединись от всех и от всего. Извиняюсь. Проверь свое личное пространство.
Убери все замороженные ситуации, Мгм. очисти от всего чужеродного, закрой все порталы, Мгм. поднимись еще выше, Мгм. наполняйся светлыми, живыми энергиями. Мгм. Ты готова выходить? Да. Я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, с которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3.